Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Сегодня вашему вниманию хочу предложить очень интересный рецепт классического торта «Красный бархат». Он получается очень влажный, очень вкусный, просто потрясающий. Итак, давайте начнем приготовление. Я всем желаю удачи на кухне. В отдельной емкости смешиваем молоко и краситель. Красителя 2 чайные ложки, у меня гелевый, топ-декор, красный, и молока 240 грамм. Все хорошенько смешиваем. В отдельной миске смешиваем сыпучие продукты. Мука пшеничная высшего сорта 265 грамм. Сюда же добавляем 10 грамм разрыхлителя и какао 7 грамм. Все хорошо смешиваем. В отдельную емкость добавляем масло сливочное комнатной температуры 90 грамм. Взбиваем миксером до посветления массы, минутку-две. Сюда же добавляем сахарный песок 250 грамм. Еще взбиваем. Добавляем 3 яйца и желтки и белки вместе. По одному. Яйца вбиваем до однородности, пока не вобьем все 3 яйца. Добавляем щепотку соли и ванильного сахара 3, можно 5 грамм. Все хорошо смешиваем. Сюда же добавляем растительное масло без запаха 40 грамм и снова все смешиваем. Сыпучие продукты пропускаем через сито, чтобы не было комочков. Все взбиваем миксером минутку-две до однородности. И сюда же вливаем массу с красителем молочную и все хорошо вымешиваем. Вот такая масса у нас должна получиться. Подготавливаем форму. Форма у меня разъемная. Основание формы выстелила пергаментной бумагой диаметром 16 сантиметров. И по 350 грамм бисквитной массы отправляем в форму. Духовка у меня уже разогрета до 170 градусов. И выпекаем 3 коржа при 170 градусах 25 минут ориентировочно. Смотрите по вашей духовке. Готовность бисквита проверяем деревянной шпажкой, либо зубочисткой. Дадим немного остыть. Он у нас получается вот такой красивый, нежный, мягкий. Дадим ему немного остыть, освобождаем от формы и отставляем в сторону. Освобождаем от пергаментной бумаги. Она великолепно снимается. Посмотрите, какой бисквит у нас красивый получился. И выпекаем следующие 2 коржа. 800 грамм либо творожного сыра, либо крема-чиз отправляем в глубокую миску, чтобы удобно было взбивать. Продукты должны быть все охлажденными. Крем-чиз немножко разминаем лопаткой, чтобы легче было взбивать. Сюда же добавляем 300 грамм сливок. У нас сливки Петмол, 33% жирности. И 150 грамм сахарной пудры. Если у вас сливки и крем-чиз хорошо охлаждены, крем получится практически моментально. Взбивать будем миксером. Немножко смешаем, чтобы я не была вся в пудре. Вот оно уже начинает крем собираться. Взбиваем до однородности на низкой скорости. Наш крем готов. Очень пышный, нежный, вкусный и красивый. Коржи прекрасно остыли. И сейчас с каждого коржа сверху немножко снимаем верхушку, чтобы был ровным корж. Посмотрите, какой у нас корж получился внутри. Пористый, красивый, просто изумительный. На тарелку для торта немножко смажем кремом, чтобы держался хорошо. Устанавливаем первый корж. Вы обратите внимание, как я срезала. Что называется предпраздничная у нас суета. И вот так можно срезать корж, красиво пропеченный. Я думаю, вы меня простите. Выкладываю поверх крем. Мне отсаживать крем удобнее всего через конвертик.
Выкладываем хорошим слоем. Будет очень красивый контраст. И все хорошо распределяем. Крем великолепно держит форму, поэтому это сделать очень легко. Сверху выкладываем корж. Пропитывать ничем не нужно. Бисквиты очень влажные, очень хорошие. И теперь по краю создаем хороший ободок, потому что на серединном корже мы будем еще конфи в серединку. Сначала создаем хорошее кольцо. Закрепляем места стыка. Выравниваем поверхность. Обычно для красного бархата, если берем конфи, нужно брать либо вишню, либо клубнику. Яркого такого цвета бургунд. Я в конвертик отправила, чтобы мне легче было отсаживать. У меня клубника. И отсаживаем. Подравниваем. Все подровняли. И теперь следующий корж. Тортик получится высокий и красивый. Сильно не надавливаем и выкладываем крем. И сейчас выравниваем верхнюю часть и боковинки, пока делаем вот такой черновой вариант. Там, где бисквит срезывали, конечно же, крошка отделяется, и поэтому, чтобы крем за собой не увлек эту крошку, беру дополнительно маленькую чашку и вот крем собираю в эту миску маленькую. И вот сейчас выравниваем по бокам, пока делаем черновой вариант. Обязательно нужно будет торт отправить для стабилизации в холодильник, чтобы схватился черновой вариант крема. Вот у меня получается две миски, вот обратите внимание, там, где крем нормальный, без крошки и с крошкой. Видите? Поэтому не смешивать. Боковинки все хорошо выровняли. И сейчас верх торта. Самое, наверное, сложное в этом – это выравнивание торта. И сейчас для стабилизации отправляем в холодильник на 1 час. Я хочу вам показать, я сейчас из этих обрезков буду готовить трайфл. Я хочу вам показать, какой нежный корж. Посмотрите, влажный, просто прелесть. Посмотрите, какой получился у нас. Просто прелесть. Крошка очень красивая, влажная. Красота. Итак, черновой вариант у нас великолепно стабилизировался в холодильнике. И сейчас на боковинки наносим как можно побольше крема, чтобы был красивый контраст. И шпателем все выравниваем. Делаем все деликатно, не торопясь. И уже придаем завершенный вид нашему замечательному торту «Красный бархат». Вот так торт у нас выглядит уже. Почти завершающий этап. Сделаем небольшие подтеки. Это белый шоколад с красителем. Так, чтобы у вас жидкое, допустим, был шоколад, жидковатый был, нужно обязательно, если, допустим, вы 50 грамм используете масла, нужно добавить 5 грамм растительного масла. Я наношу шоколад вот этот темный только там, где у меня будет клубника. Подготовила клубничку, очистила ее, помыла, плодоножку срезаем, потому что, конечно, она очень красивая, но мы будем украшать курчавой мятой. У нас уже подтеки застыли, и нам остается самое последнее – украсить красиво тортик. Самые крупные нарезаю на дольки и украшать будем произвольно. Выкладываю клубничку одну лицевой стороной, вторую вот так. И у нас праздник Эйд Мубарак. И я вот сейчас вот так устанавливаю эту красоту сюда. А также у нас красивые золотистые свечи. И мы их устанавливаем вот так, притапливаем в тортик. Итак, у нас все готово, и мы уже выкладываем на стол. Вот такой красивый торт. По вашим просьбам я приготовила красный бархат. И он на столе выглядел очень красиво. Я оставлю ссылочку под видео в описании в инфобоксе, как мы накрыли стол на Ураза Байрам.
как выглядит наш праздничный стол. Посмотрите, пожалуйста, я думаю, вам понравится. Ну что, я задуваю свечи, будем пробовать наш торт. Этот торт на самом деле очень украсил наш праздничный стол. Он получился очень вкусный и нежный. Итак, дорогие друзья, если вам понравилось мое видео, ставьте лайк, поддержите наш канал лайком. Делитесь моим видео со своими друзьями и близкими и в соцсетях. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. И не забудьте нажать на колокольчик справа, чтобы не пропускать выход нового видео. Впереди нас с вами ждет еще очень много всего интересного и вкусного. Я не прощаюсь с вами, а говорю лишь до свидания, до новых встреч, друзья, на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Пока-пока.